Здравствуйте, уважаемые подписчики! С вами Киберпульс и я, ваш проводник в кибервселенную, София. Сегодня мы продолжим говорить о том, как собрать семантическое ядро для вашего сайта. Основное применение семантического ядра– это выстраивание правильной структуры сайта в целом, его разделов и отдельных посадочных страниц. Благодаря этому можно понять, какие запросы наиболее перспективны для продвижения, что именно ищет ваша целевая аудитория, а что в принципе не стоит затрачиваемых ресурсов. Однако и это далеко не все сферы применения семантического ядра. Вот лишь несколько дополнительных задач, которые можно решить углубленной проработкой поисковой семантики. Масштабирование сайта за счет неохваченных ранее групп запросов и тяговых расширений. Оптимизация страниц, уже попавших в топ-10, но не дотягивающих до топ-3. Подготовка контентных планов, основанных на интересах аудитории и бизнес-задачах. Выявление скрытых интентов посетителей благодаря анализу поисковых запросов. Использование поисковой семантики для проведения рекламных кампаний. Ключевые фразы в семантическом ядре делятся по частотности. Сама частотность тоже бывает разной, базовая. Это самая неточная частотность фразы, которая включает в себя самые разные варианты ее использования. Например, в запрос «ремонт квартир» автоматически попадут все фразы, которые содержат в себе эти два слова: «ремонт в квартире», «сделать ремонт в квартире», «ремонт квартир недорого» и так далее. Поэтому такая частотность показывает не количество раз, которое пользователи ввели точно такой же запрос, а общую заинтересованность людей в этой теме. Фразовая. Для получения фразовой частоты слова нужно заключить в кавычки. Так система поймет, что нужно показывать количество запросов именно для этих двух слов, но в разных склонениях. Добавочные слова здесь уже не учитываются, но фразы вроде «ремонт в квартире» или «ремонт квартиры» считаться будут. Точная. Для точной частотности каждое слово во фразе нужно выделить оператором, а всю ее целиком взять в кавычки. Тогда мы увидим количество запросов, которые люди вводили именно в этой форме, без дополнительных слов, в этом же числе и падеже, без предлогов и так далее. Второй этап – кластеризация. Разбивка запросов по группам-кластерам, определяющим линейную структуру сайта. Запросы одного кластера должны продвигаться по одной посадочной странице, хотя бывают исключения, когда нужно разбить кластер на 2 или даже более посадок. Важно сопоставить реальные группы запросов с возможностями и потребностями бизнеса, поэтому этот этап всегда проводится с привлечением заказчика. После согласования основных групп проводится скоринг запросов или приоритизация, то есть оценка предварительной оценки ключевых слов. Результатом этой фазы становится создание новых посадочных страниц и целых разделов, оптимизация меню или создание его для нового сайта, а также выявление релевантных страниц. Их может быть более одной для уже работающего сайта, и это может быть причиной недостаточно высокого ранжирования. В следующем видео продолжим разговор о продвижении сайта. Ставьте лайк, если было полезно, пишите комментарии, жмите колокольчик, чтобы подписаться на наш канал и ничего не пропустить. До связи!